что-то несусветное и нереальное. Я сегодня, наверное, просто велик покручу и поделаю что-нибудь. Даже коврика, блин, нету. Блин, начинать всегда тяжело очень. Там в Инстаграме накидали, конечно, комплиментов по поводу моей фигуры, что типа все отлично, зачем тебе тренировки. Тренироваться как бы всегда нужно не для хорошей фигуры, а для хорошего мышечного корсета, который держит твой позвоночник, держит все это в тонусе, вот, и при малейшем какой-то нагрузки нестандартной на организм, на тело, у тебя не полетит там, например, что-то в сторону и не травмируется. Вот для этого я хочу тренироваться. Я уже заметила, что в последнее время начала болеть спина, а это значит, что внутри мышцы работают, так как у меня постоянно идет гипервентиляция легких, и я даже замечаю, что когда я прихожу с выходных, а у меня их 2 подряд, на работу, у меня всегда болит грудная клетка. И я такая думаю, а что случилось, где меня уже продуло? А это меня не продуло, это получается, когда ты дышишь активно, мышцы за 2 дня успевают отдохнуть, и ты приходишь их грузишь, а сейчас у нас реально большая нагрузка, потому что очень много детей на работе, и каждое шоу это 10 до 15 человек, а это прям капец как долго надо плавать. Поэтому, конечно, я прихожу уставшая очень, у меня болит спина, и я такая, надо, короче, закачивать спинку. Так, ну и что, коврика здесь нет, здесь есть какая-то минимальная подкладка, не знаю даже, что это такое. Ну, надо что-то придумать, какие-то упражнения для спины, вот, хотя бы чуть-чуть их поделать. Для первой тренировки после долгого перерыва вообще будет достаточно. Не люблю я приходить, вот это вот нагружать максимально сразу, чтобы потом чувствовать себя роботом. Опять же, мне надо работать, вот, поэтому лояльненько будем подходить к этому вопросу. Жалеем себя, жалеем. Ну что, чуть-чуть, так сказать, сделала зарядку. Если делать каждый день зарядку, я думаю, что в этом будет какой-то толк. Хочу прийти домой, переодеться, пойти еще позагорать немножко. Вот как найти здесь мотивацию, чтобы идти в зал. Я не знаю. Мой вкуснейший завтрак уже приготовлен. Это омлет, огурец с капустой и бутерброд. Вкусная конфетка и кофе. Все, буду завтракать. Денег нету, а мы их тратим. Чувствовала, что я хочу потратить немножко денежек. А если я это чувствую, эту расходку надо срочно сбивать. И вот я зашла в Ошо. Сейчас там скидки, но это я купила без скидок, к сожалению. Примеряем. Иух. Ну что ж, я наконец-то вышла из дома. Второй день моего выходного. Вообще сложно меня заставлять выходить на улицу, прогуливаться. Еще плюс ко всему вот это вот настроение не очень хорошее. Вот, но сейчас, короче, пройдусь. Мне нужно купить ежедневник.
Очень мне его не хватает, потому что я привыкла записывать все свои мысли или там тревожность какую-то, или там идею, например, сразу на бумагу, чтобы это не забывать. В телефоне, да, можно пользоваться заметками, но мне как-то приятнее взять ручку, написать это на бумаге своей рукой и, короче говоря, все это потом перечитывать. Ну, короче говоря, мне это доставляет удовольствие. Мне всегда были тетради, вот, а тут я с собой ничего не взяла. Дома лежит какой-то конверт с договором аренды прошлогодний. Я уже его весь исписала. Вот. Поэтому хочу сейчас пойти купить себе тетрадочку, чтобы она у меня была. Так что где-то прогуляемся, что-то посмотрим, что-то вам поснимаю. Так что будем на связи. В магазинах вижу, что убирают зимнюю коллекцию, новогоднюю, блестящую, и вешают нормальную одежду. Вот, так что можно будет походить, посмотреть, что новенького вывешено. Пришла вот в магазинчик. Вот такой вот. Мне нравится то, что он зелененький, у меня такого же цвета чехол на компьютер. Ну, вот еще один голубенький нашла, прикольный. Здесь есть вот эти стики. Прям в наборе, классно. И ручка есть. Даже вот теперь не знаю, тоже такой красивенький. Такой или такой. Пришла я в ресторан покушать и посмотреть, как всегда, на свои любимые фонтаны. И я люблю приходить в это кафе, потому что отсюда открывается реально классный вид. Здесь есть еще множество различных ресторанов. Я вам сейчас их покажу. То есть в любой из них вы можете прийти или зарезервировать столик на определенное время, и оттуда будет открываться классный вид. Но здесь еще видно Бурдж-Халифу. То есть, допустим, вот те рестораны, которые я вам сейчас покажу, вы будете сидеть и не будете видеть Бурдж-Халифу. А если вы придете сюда, то вам будет видно все. Вот те рестораны, про которые я вам говорила. И вот вид на Бурдж-Халифу с этого ресторана. Фонтаны здесь работают каждые полчаса, начиная с 6 вечера. И каждые полчаса проходит шоу лазерное на Бурдж-Халифе. Вы будете каждые 15 минут что-то смотреть. Мне уже принесли вкусняшку, вот такую вот закуску. Сейчас буду вкусно кушать.
skin size. Thank you. Почему рекомендую смотреть в этом ресторане? Потому что внизу скапливается очень много людей. Конечно, намного приятнее смотреть здесь, с таким великолепным видом на Бурдж-Халифу и на фонтаны.
Ну вот, а сейчас как раз-таки я хочу провести вас к месту, где люди смотрят фонтаны. И показать вам, насколько здесь много людей и как это неудобно. И не всегда красивые кадры у вас получатся, потому что людей будет действительно много. Не подойти к заборчику постоять, посмотреть, поснимать, сори. Вот, поэтому все фоткаются на фоне людей, что не всегда является красивеньким. Ну, Бурдж-Халифу, конечно же, видно везде. Это здание театра. Надеюсь, я туда когда-нибудь схожу. Ну вот, моя прогулка подходит к концу. Иду на метро, поеду домой, буду отдыхать. Да пребудет со мной сила и хорошее настроение. Всем пока!